Аниме начинается с великолепного обзора средней школы, в которой, когда мы входим, мы видим Проту, которую зовут Кагура Сакимита, на сцене перед множеством девушек, которые поднимают руки, чтобы задать ему вопрос. Но чтобы знать, что привело Прота к этой ситуации, мы возвращаемся на пару часов назад во времени и видим, как он спит на своей парте, и его будет его подруга, которая просит его пойти и купить ему тека под предлогом того, что он тоже собирался «я пойду что-нибудь куплю в магазине». После этого прибежали какие-то насильники и похитили его на лимузине, чтобы отвезти в школу, которую мы видели в начале, так как там, где он учился, был другой. Уже оказавшись внутри машины, он начинает делать позы со своими мышцами, доставляя Проте немалый дискомфорт. Как только они прибывают в пункт назначения, его выбрасывают из лимузина перед гламурной школой, в которой на пороге стоит девушка, одетая как горничная, которая говорит ему, что все ему объяснит подробно о том, почему его туда доставили, и он просит вас, пожалуйста, сопровождать его. После этого он представляется нам как Кудзё и рассказывает, что это место — женская академия для молодых девушек высшего класса. И после этого горничная сообщает Проте, что отныне она будет посещать эту школу, что заставляет Прота очень скучать и спрашивать его причины этого решения. На что Куху игнорирует его и рассказывает ему, что в этой академии и студенты, и сотрудники, и преподаватели женщины. В этот момент нас знакомят с директрисой по имени Кимачи, и после этого горничная объясняет ему, что имея такое отличное от остального мира образование, девочки, когда заканчивают учебу и покидают внешний мир, чувствуют огромную культурную разницу, поскольку они не знают, как относиться друг к другу. С тем, кого они называют простолюдинами или простолюдинами, или, как это известно в современном мире, это были бы люди немного низкого происхождения, которые, как я уже говорил, являются людьми низкого сословия, не говоря уже о мужчинах. Прота понимает, но все еще сомневается в том, почему они выбрали его. Поэтому они объясняют ему, что это потому, что он совершенно нормальный человек, ничем не примечательный, и что его не интересуют даже женщины, поскольку он никогда с ними не общается и встречается только с мужчинами. Поскольку он якобы является фетишистом мышц, это немного удивляет Прота, поскольку он не знает, откуда они могли взять этот контекст и эту информацию, на что он отвечает нам, что данные были предоставлены его подругой Наэ, девушкой, которую мы видим в предыдущей школе. Этот негодяй говорит вам, что это ошибка, и что, очевидно, он очень нормальный парень. Поэтому обе женщины говорят ему, что если бы это действительно было так, им пришлось бы отправить его жить очень далеко и отрезать ему маленькую птичку, чтобы защитить чистоту студенток и чтобы он мог учиться. Продолжайте посещать занятия. На что, чтобы избежать этого, Прота подтверждает, что любит мышцы, и после этого его знакомят с классом. И тот, кто начал понимать, почему возникло недопонимание, что он был фетишистом мышц, поскольку его подруга полностью вырвала это из контекста. Мы действительно видим, что он мускулистый фетишист. Первой, кто представится, является классная руководительница, белокурая девушка по имени Рейка. И после того, как Прота возвращает презентацию, звонит ее телефон, который удивляет всех девушек своим звуком, поскольку они не использовали это устройство. И это было что-то очень новое для нее. Поэтому они очень удивляются, увидев сотовый телефон. После этого Рейку говорит им, что если бы это устройство принадлежало ему, то Прота должен был бы вернуть его им, и все они очень нервничают, так как не знают, кто его вернет, потому что им очень стыдно. Так что та же самая женщина-делегат предлагает себя для этого. И они приводят нам пример того, почему они являются высококлассными девушками. Поскольку, чтобы вернуть его, они создают благодарственное письмо, украшенное маленькой коробочкой и конфетами в элегантно украшенной коробке. Но из-за нервозности, когда она касается их рук вовремя, они начинают нервничать. Схватив сумку с телефоном, она перевозбуждается до такой степени, что чуть не падает в обморок, поэтому Проте удается удержать ее, прежде чем она упадет на пол. В этот момент девушка, которая на вид немного моложе делегата, врывается в класс, уводит Прота в школьный сад и пытается поцеловать его очень хорошо. Потому что, согласно тому, что ей сказали, если бы можно было поцеловать простолюдина, ей бы сказали, что он должен поцеловать ее. «Я исполню одно из ваших желаний». Но немного поссорившись с Протой, Прота убеждает ее, что это ложь. И как хорошая цундери, эта девушка говорит ему, что на самом деле она не поверила мифу, который ей рассказали. На что Прота, очень уверенный в утверждении девушки, говорит ему, что если он трижды повернет голову и лает, ему будет исполнено любое желание. Так что это так и делает. И в этот момент прибывают остальные девушки, и мы понимаем, что молодую женщину, которая забрала Прота, зовут Айка. И мы видим, что у нее нет особых отношений с самими другими ученицами, так как ее больше никто не называет, она убегает.
Позже мы вернемся к Куху, который покажет ему Проту, место, где он будет жить, и его комнату, которая является точной копией его первоначальной, чего он быстро пугается, потому что на стенах у него плакаты с изображением бедер. Так что здесь мы можем понять, что Прота из CNC не очень любит эту тему и поспешит их сломать, чтобы они не поняли ее неправильно. Хотя, к сожалению, уже немного поздно даже для нас. И после этого девушка говорит ему, что отныне он будет ее личным другом, так как у каждого в академии есть свой, но дает ему понять, что не собирается ничего для него делать, и что в конце концов она все равно останется с ним. В 3 часа дня состоится собрание, на котором она объяснит свое прибытие в академию с остальными ученицами, на котором она должна присутствовать. И сразу после того, как она уйдет и закроет дверь за Айкой, которая в гневе упрекает Прота в том, что он повернул голову и ее желание не было выполнено. Так что как раз перед тем, как дать ему пощечину, он замечает все, что есть в комнате Прота, и удивляется, так как никогда не видел ничего подобного. И нам рассказывают предысторию этого персонажа, который хочет стать Дель Буга, чтобы таким образом стать популярной девушкой на протяжении всей своей жизни. Пусть Прота ответит ей, что ей не нужно желание дружить, и что ей достаточно просто вести себя с ней официально и все. Но она говорит ему, что если он будет действовать таким образом, то то, что он хочет, не будет выполнено. На что она говорит ему, что в данный момент она разговаривает с ним, и у нее нет никаких проблем, и ей не нужно притворяться. На что она отвечает, что она очень прямолинейный человек и высказывает ему все, что думает. Поэтому она будет нравиться людям, если не хочет никого обидеть. Но я бы хотела дружить с другими, потому что она не хочет больше оставаться одна, так как она хочет вести школьную жизнь в окружении подруг. В этот момент Прота дает ей консоль, и после объяснения, как она работает, она удивляется и говорит ей, чтобы отныне она учила ее, как ведут себя простолюдины. Поскольку он думает, что извлекает уроки из этой культуры, он, несомненно, станет очень популярным и решает создать клуб вульгарных. Так что, немного поколебавшись, в конце концов Прота секта, и это очень-очень радует Айку. Позже мы возвращаемся к сцене из начала аниме, в которой Прота стоит на сцене перед всеми студентками, которые задают ей пару не очень важных вопросов о секте, жизни обывателя и попытаться найти некоторые объяснения того, как все работает в повседневной жизни. Все удивляются, если они проявляют большой интерес к этой теме, поэтому, видя интерес своих сверстниц, Сайка очень рада. На следующий день Прота просыпается с Куджу перед ним, поскольку, будучи его помощником, отныне обязан помогать ему по хозяйству, например, просыпаться, одеваться и все такое прочее. И мы видим, что девушкам не доставляет особого удовольствия быть служанкой Прота. Позже горничная советует ей выйти через заднюю дверь в спальную зону, и это заставляет Прота задуматься, почему, на что Куху говорит ему, что это не так. После суматохи, возникшей накануне, желательно, чтобы вы оставались незамеченными, пока не доберетесь до классной комнаты. В этот момент, выходя из двери, он сталкивается с Айкой, которая очень громко разговаривает и привлекает внимание других девушек. Она говорит ему, что всегда пользуется черным ходом, и видя, что он, будучи популярным, делает это, она думает, что он явно должен продолжать это делать она. Он напоминает ей о том, что деятельность клуба простолюдинов начинается сегодня. После этого он останавливается на мгновение, удивленный, так как служанка обоих следует за ним, и рассказывает ему, что у обычных людей обычно нет матов. В обмен на то, что он научит его, как вести себя простолюдином, и она должна научить его, как все работает в этой академии. Айка удивляется, что он спрашивает только ее, а не Рейка. И он говорит ей, что это потому, что женщина-делегат слишком мила, и он чувствует себя неловко, чего с ней не происходит. Услышав это, девочка злится и бьет его. А у входа в класс стоит Рейка, которая спрашивает Прота, может ли он присоединиться к ней после урока, так как она хочет устроить для него вечеринку по случаю возвращения домой. Это заставляет Айку немного ревновать, и после нескольких уроков, таких как английский или физкультура, Прота приобретает определенную популярность среди девушек, поскольку мужчины очень-очень разные. После этого она спрашивает, где ее подруга, и Рейка спрашивает, очень ли они близки, поскольку они не могут слишком сильно общаться с Айкой, поскольку обычно они довольно далеки. Но Прота успокаивает ее, говоря, что они ничего не сделали и что у девушки будут свои причины. И это побуждает ее сверстниц изо всех сил стараться подружиться с Айкой, так как на вечеринке по случаю возвращения домой все они наблюдают за походкой Проты. И как только они подходят к столу, чтобы заказать еду, Прота ничего не понимает из того, что она ставит в меню, и он решает заказать японскую еду. Куху приносит к их столу банку рамена быстрого приготовления, и это его немного беспокоит, поскольку у них очень большие предубеждения по отношению к простолюдинам, которые едят только такого рода вещи. Река спрашивает его, было ли то, что так странно пахло едой. И в этот момент Прота понимает, что девушки никогда не ели ничего подобного. И, к их удивлению, Прота объясняет им, что это такая еда, которую для приготовления нужно просто залить горячей водой.
Как только он открывает банку, он привлекает внимание своих товарищей, видя ингредиенты, плавающие внутри, и он предлагает им немного попробовать. Так что приготовь свою лучшую посуду, и каждый из них кропотливо подаст по порции, чтобы попробовать. И попробовав, все удивляются, так как им это очень нравится, потому что они никогда не пробовали ничего подобного. Тем временем мы видим, что в другом месте Айка ест одна, которая говорит ему, что спокойнее наслаждаться едой в тишине. Некоторое время спустя они готовят танец, на котором поднимают тост за поступление мальчика в академию. И начинает играть духовой оркестр, различные инструменты сопровождали танец учениц. Рейку в этот момент спрашивает про Та, не случилось ли с ним чего-нибудь, поскольку она не видит в нем особой мотивации в данный момент, и объясняет ему, что в обычной жизни он не часто посещает подобные мероприятия и что он не умеет танцевать. Увидев, что девушка немного расстроена из-за того, что не осознавала этого, он говорит ей не беспокоиться и что он попробует, если она пойдет с ним. Он немного колеблется из-за смущения, которое в конечном итоге приводит к согласию, и они начинают танцевать. Но Прата довольно неуклюж и начинает делать странные движения, которые удивляют людей, которые наблюдают за ними, думая, что это были типичные танцы простолюдинов. И после того, как Рейка чуть не упала на пол, к счастью, ему удается удержать ее, и в итоге они принимают позу закрытия танца, заставляя всех аплодировать этому потрясающему танцу. Позже Прата снова встречается с Айкой, которая злится, что он так долго отсутствовал, и объясняет ему, почему он не может танцевать, что у него не было другого выбора, так как они устроили ему приветственную вечеринку, и после этого девушка просит его рассказать ей все о простолюдинке. И пока Прата думает, чему бы его научить, она сосредотачивает свое внимание на нескольких мангах, которые были на книжной полке. И после объяснения, как их читать, она начинает рассказывать ему, что у нее есть. Наслаждайтесь одним томом за другим. Будучи такой невинной девушкой, она действительно верит, что то, что происходит в этих книгах, происходит в реальности, и что простые подростки обычно обладают сверхспособностями. Поэтому она решает стать экстрасенсом, чтобы быть популярной, как и все остальные девушки. Прата решает немного подыграть ему и научить его призывать свои силы. Позже она попытается доказать это, если Прата притворится, что попала под его власть. Так что, когда она думает, что остановила время, она начинает дразнить Прата, и когда он пытается поцеловать ее, Прата реагирует и продолжает притворяться, будто он действительно остановил время, когда она явно дает ему пощечину, очень сильная пощечина. Но в конце концов я заканчиваю тем, что объясняю ему, что все, что связано с силами, это фантастическая и научно-фантастическая история, а истории в манге не настоящие. Уже вечером мы видим, как Рику принимает ванну, а когда она выходит, она сталкивается лицом к лицу с Эль Прата, оба голые и с обнаженными. Этот, полюбовавшись его мускулами, извиняется и уходит, так что девушка думает, что последний оставшийся у нее вариант — выйти за него замуж. На следующий день Рейка проводит свой день в облаках, думая о будущей свадьбе, которую она хочет устроить с Эль Пратой, поскольку она влюбилась в него. Позже мы увидим, как двое парней входят в лабораторию девушки по имени Куо. У нее довольно много особых правил, она не знает, как одеваться самостоятельно, и она всегда должна есть то, что сама просит каждый будний день, потому что в противном случае она больше ничего не будет есть. Как и каждый день, Эль Прата просыпается к Уджу, и она получает сообщение от своей семьи о том, что теперь у нее дома есть горячие источники. И она сообщает нам, что в обмен на поступление в академию они получили награду за экономию. Позже Прата понимает, что куда бы он ни пошел, будь то в столовой, на уроках или даже в туалет, он все время получает восхищение от своих одноклассниц, и это его очень расстраивает. Проходит немного времени, и Прата сидит на скамейке в школьном саду, когда видит маленькую девочку, пишущую на земле перед статуей. Когда он подходит, чтобы попытаться поговорить с ней, малышка снимает с себя одежду, так как это то, что она делает, когда очень вдохновлена и продолжает решение математических уравнений. Заметив, что одна из учениц направляется туда, боясь быть обнаруженным и неправильно понятым, решает взять ее с собой в школу. «Маленькая твоя комната». После небольшого разговора о том, почему девочка без одежды, Прата просит его, пожалуйста, одеться, и она говорит ему: «Мальчик». После небольшого разговора о том, почему девочка без одежды, Прата просит его одеться, пожалуйста, и она говорит ему, что она не смогла сделать это в одиночку. Поэтому он помогает ей, и после этого девушка появляется, давая понять, что она та самая Куо. Он представляется и спрашивает ее, не знала ли она его со знакомительной встречи Палос Пибело в тот день, когда он прибыл в академию. На что она отвечает, что нет, так как была в его лаборатории. После этого у нее автоматически начинает урчать в животе, и Прата решает приготовить для нее особый рецепт рамена, но она говорит ему, что не может его есть. Так что в конце концов ей удается убедить ее, и после того, как она попробует еду, которая ей нравится, после того, как она наелась, она засыпает. И когда Прата пытается быстро ее поднять, на что Прата отвечает: «Мальчик», у нее автоматически урчит в животе,
и Прата решает приготовить к нему приходит вдохновение. И он одним прыжком просыпается и начинает чертить на столе Прата пару уравнений, одновременно снова начиная раздеваться. В этот момент Айка входит в комнату и видит, как Прата держит на руках маленькую девочку, на которой не было штанов. И он явно все неправильно понимает, так как у него в руке нижнее белье маленькой девочки. Уже днем Эль Прата сопровождает Куа, говоря ей, что она должна научиться одеваться самостоятельно, пока они наконец не доберутся до ее лаборатории. Рассказав обо всем, что произошло с Майком малышки, объясняет ей, что она гений, и они должны фотографировать все, что пишут их родители. Моменты вдохновения, чтобы не упустить эти данные, поскольку они очень-очень важны, потому что АК занимается важными математическими областями во многих компаниях по всему миру. После этого он говорит малышке, что приготовит ей что-нибудь поесть, а Прата говорит ему, что в этом нет необходимости, так как она уже приготовила ему еду. Поэтому Мате удивляет ее, что девочка съела что-то, что не соответствует ее обычному рациону. После этого Прата прощается, но Акуэла останавливает, хватая его за рукав, и просит его остаться, на что он отвечает, что она может навещать его, когда захочет. И после этого, наконец, уходит. Позже горничная разговаривает со своими одноклассницами об изменении отношения малышки к мальчику и рассказывает нам, что несмотря на внешность девочки, которая выглядит как маленькая девочка, на самом деле ей 14 лет, поэтому они решают не спускать с нее глаз, пока она не вернется. Прата, потому что они думают, что у меня может быть возможный роман. На следующий день мы видим, как Прата, Сайка и Рейка обсуждают свой урок по организации цветов, в котором это не очень хорошо получается. Поэтому светловолосая девушка предлагает ему свою помощь, когда он в ней нуждается. А после этого нас знакомят с последней девушкой, которая будет составлять группу. Это очень высокая девушка с черными волосами, и которая всегда носит с собой катану. Несмотря на ее решительное поведение, когда она видит насекомое, она пугается и начинает пытаться убить его своим мечом, на что остальным девушкам кажется, что она нападает на Прата. Этот пытается дать понять остальным, что он не нападает на него, но чтобы не показаться слабым перед остальными девушками. Черноволосая девушка говорит, что покончит с ним, и называет его насекомым. После этого она представляется как Карен, чтобы затем напасть на Прата. Этот, увернувшись от пары порезов, злит девушку, которая решает применить технику, с помощью которой она создает вихрь, который ничего не делает с Пратой, но срывает с окружающих ее девушек всю униформу, оставляя их в одежде, а через несколько секунд он также срывает свой костюм, оставаясь в одних трусах, очень смущая всех девушек, и заставляя Карен продолжать нападать на него, несмотря на то, что он непристойный мужчина. Видя, что она и не думает останавливаться, он решает остановить ее силой, раздевшись догола на цыпочках, после того, как его трусы тоже будут разрезаны. После этого девушка спрашивает его, насколько сильны простолюдины, и он говорит ей, что он самый слабый. Поэтому, усомнившись в способностях своего стиля владения мечом, проиграв более слабому, просит у него реванша, чтобы впоследствии его одежда тоже была в порядке, отрезал, оставив ее в нижнем белье. Думая, что это атака мальчика, он решает стать учеником Прата, так как думает, что у них ужасная разница в силе. Уже позже в школьном коридоре девочки восхищаются Протоном как тем, кому удалось сделать Карен своей служанкой. И уже в своей комнате Ика рассказывает ему, что придумала план устроить вечеринку и таким образом стать самой популярной в классе. Прата, услышав это, думает, что это очень хороший план, но чтобы пригласить остальных девушек, им понадобится много телефонов. На что неожиданно появляется Ку, говорит, что в его лаборатории они могут многое сделать. Должно быть, увидев, что малышка очень близка к Проту, испытывает некоторую зависть. И в этот момент Карен входит в комнату, тоже скучая, увидев девочку в объятиях Прота, и мы видим, что Акуа кажется ей очень милой. После небольшого разговора Прата спрашивает ее, что она там делает, и она отвечает ему, что, как она уже говорила ранее, отныне она будет любить его. Она принадлежит ему, поэтому вы будете проводить вместе как можно больше времени, пока она не станет достаточно сильной, чтобы убить его. После этого их прерывает Айка, которая спрашивает Прата, почему он добр ко всем, кроме нее, на что он отвечает, что это потому, что он немного цундари. И она, отрицая это, говорит, что прямо сейчас у нее в расписании клуба, так что две другие девушки, с которыми он общается, говорят, что это из-за того, что он немного цундари. Девушкам нужно уходить, и ей кажется, что она немного ревнует. И заметив это, она смущается и выходит из комнаты, чтобы закричать и вернуться обратно с пакетом, который как раз собиралась доставить горничная. А в коробке были телефоны, которые Аку заказал, поэтому Айка благодарит малышку и предлагает сфотографироваться. После попытки сфотографировать всех троих, мы видим, что Карен немного стесняется признаться, что она тоже хочет сфотографироваться. На следующий день Рейка и одна из девушек приглашают Прота на чаепитие в 1:45, но быстро появляется Айка и напоминает ему, что она не может пойти.
Поэтому, когда остальные девушки спрашивают, Айка, стесняясь, не отвечает, хватает Прота за руку и тащит за собой. Уже в коридоре напоминает ему, что у него встреча в клубе, и Прота говорит ему, что план не был таким срочным. Но в конце концов он сдается и извиняется перед Рейко, потому что у нее так много планов. Позже мы видим, как девушка со своими подругами в своей комнате обсуждает близких, похожих на Прота и Айку. Тем временем эти двое находятся в комнате Прота и думают о том, какую вечеринку устроить. Так что этот предлагает угибу и объясняет, что это еда, которую обычно покупают студентки после уроков, и это быстро очень убеждает ее подругу. Рейка, в свою очередь, продолжает говорить со своими одноклассницами о близости Проты и Айки, и в конце концов из-за ревности к тому, что одна из учениц не хочет есть умибо. Она просит умибо. Кто-то из ее подруг сказал, что они могут быть парнями. Она очень плохо себя чувствует и кричит на него после того, как выбежала в слезах из комнаты. А позже в классе Прота он видит плачущую подругу Рейка и в конце концов решает пойти и поговорить с этой первой, чтобы посмотреть, сможет ли она решить проблему. Мы видим, как Рико плачет на своей кровати, и Прота спрашивает его, могут ли они поговорить о настоящей проблеме. Но она отвечает ему, что это то, с чем он не может иметь дело. Поэтому он спрашивает, не связана ли проблема с ним случайно. Смущенно открывает ей дверь в комнату, чтобы отказать, и через некоторое время они вместе пьют чай, пока она рассказывает ему, что случилось, и что она очень сожалеет о том, что накричала на своего друга. Так что Прота решает все исправить, и после этого возвращается в свою комнату, где его ждет Айка. И она уже знает об этом все то время, пока шпионила за ним. И они решают сосредоточиться на вечеринке, которую он уже запланировал, и сосредоточиться на том, чтобы сделать Рейко счастливой. Ика так-то предлагает эту идею немного неохотно, но делая то, что хочет, Прота понимает, что она действительно очень хорошая девочка. И сказав ему, что Икат довольна Тецундере, она качает головой и уходит из комнаты очень смущенная. В день вечеринки Прота собирает всех девочек в классе и объясняет им, что у них вот-вот будет внеклассный плебейский опыт. В этот момент в класс входит Рейка, одетая как обычная девушка, и это удивляет остальных одноклассниц, которые остаются любуясь игрой. Стиль одежды и прически, которые есть у делегата. После этого Рейка достает мобильный телефон и отправляет сообщение, напугав одну из девушек, заставив ее стол вибрировать. И после этого она просит всех открыть свои пюпитры, потому что внутри у каждой из них будет по мобильному телефону. Она немного выше объясняет им, как они работают, и после этого она извиняется перед всеми за свое поведение, а затем лично перед Кайо, подругой, с которой она спорила. Все они примиряются и вместе делают селфи. И после того, как я объясню ему, как работают остальные, все начинают фотографироваться. После окончания вечеринки Рейка благодарит Прота за детали, которые у нее были с ней, чтобы она могла четко решить свою проблему. И после этого, когда девушка, кажется, собирается заявить о себе, Прота рассказывает ей идею, что это было не ее, а Айки, так как она хотела устроить вечеринку, но предпочла помочь ей. Услышав это из-за ревности, ты неправильно истолковал слова плачущего Прота. Она убегает в комнату мальчика, где его ждала ее подруга. Увидев Айку, говорит ей, что презирает ее. Это ее злит, так как она не понимает, зачем он ей это говорит, если она приложила все усилия, чтобы устроить вечеринку, чтобы она могла помириться со своей подругой. И после этого они начинают приставать друг к другу на кровати Прота, оскорбляя друг друга и говоря о своих чувствах, создавая тем самым очень плохие отношения между ними. В то время как Прота мог смотреть только на бедра обеих, трущихся друг от друга, как настоящий фанат матча. И когда она наконец решает остановить их, они бросают ей в лицо подушку, из-за которой она падает, так что они обе волнуются и перестают драться. Уже позже, когда Рейка вышла из комнаты, Прота и Айка говорят о том, что раньше она была такой же, как и все остальные девушки, но в 4 классе она заболела. И у нее была ужасная температура, в которой, очевидно проснувшись, она начала думать по-другому, как будто ее память исчезла, и она говорит, что спор с Рейкой ее не волнует, поскольку она в порядке с вещами такими, какие они есть, имея возможность наслаждаться играми в школе. Прота. После этого в комнату входят Карен и Аква, которые подают ему заявку на вступление в клуб простых людей. А затем в комнату снова входит Рейка, чтобы попросить его вступить в клуб. И несмотря на то, что Ика не хочет, чтобы другие девочки присоединились, и после небольшого разговора о том, почему они хотят, они снова вошли, обсуждая их двоих. В то время как малышка раздевается догола и рисует на стенах. В то время как Ика, несмотря на то, что Ика не хочет, чтобы другие девочки присоединялись к ним, Карен наблюдает за ней. Все это должно быть замечено Куху, когда она входит в комнату с гигантскими ножницами, неправильно истолковывая Прота, который пытается убедить ее, что ей явно нравятся мускулистые мужчины, шокируя остальных девушек, которые этого не представляли. На следующий день мы встречаемся с подругой из предыдущей школы Дель Прота. Она в радиопрограмме рассказывает нам, что она недавний кумир и актриса озвучивания.
После окончания программы мы видим, как она в туалете злится на Эль-Прота, которому льстит, что ее голос раздражает ее, и читает сообщение с мобильного, в котором говорится, что с ней все в порядке, у меня все хорошо в академии. В тот день Прота просыпается с Акуа, спящим обнаженным рядом с ним. Увидев, что она проснулась, девочка проголодалась, поэтому я приготовил ей картофельный пирог. Они немного готовят, и он понимает, как сильно он старается для малышки. Потом к нему приходит вдохновение, он снова раздевается догола и начинает рисовать на стенах. Позже, когда еда будет готова, вы оба будете есть, пока не насытитесь. Потом малышка прочитает несколько загадок, на которые, переосмыслив их, она на самом деле не знает правильного ответа, поскольку это намного проще, чем может подумать ее одаренный ум. Прота рассказывает ей пару загадок, которые удивляют малышку тем, насколько абсурдными они ей кажутся. Некоторое время спустя Прота сопровождает Куа в его лабораторию, где его приятель удивлен тем, как он реагирует на девочку, когда она с мальчиком. Когда они идут прощаться, малышка говорит, что хочет остаться с Протой, и он отвечает ей, что на следующий день она сможет увидеть его снова. Придя в комнату девочки, Прота видит, что у малышки плюшевая игрушка, очень похожая на его, и когда Акуа замечает это, он быстро запирается в комнате. В комнате очень стыдно. Уже во второй половине дня мы видим Рейка, Карен и Айку за чаем в первой комнате. Рассказывая о соединениях, которые выглядят как Акуа и Прота, думает, что это проблематично, поскольку девочка привязана к нему весь день. И когда она думает, что Прота игнорирует ее, она раздевается догола и начинает царапать стены, чтобы снова привлечь его внимание. Они говорят еще пару вещей, которые заставляют ее ревновать к тому, как Протака относится к ней. Чтобы избежать проблем в будущем, они решают поговорить с малышкой, ожидая ее в комнате Проты в то время, когда она обычно приходит. В этот момент девочка входит в дверь и спрашивает, где мальчик, а они отвечают, что его сейчас нет. Так что, услышав это, Акуа собирается уйти, как ни в чем не бывало, но Карен закрывает дверь, не давая ему уйти. И они говорят ему, что не всегда нужно, чтобы Прота был рядом, чтобы повеселиться, так как они подруги и могут делать что-то вместе. После этого малышка начинает читать мангу, и несмотря на то, что они даже заваривают ей чай и дают немного пасты, она игнорирует это и продолжает читать. Как будто в комнате больше никого нет. И после нескольких попыток заставить ее общаться с остальными, Рейка зовет горничную Кирю принести еду, которая нравится Куа, и в конце концов они заставляют ее поесть. После этого к ней приходит вдохновение, и они начинают рисовать на стене, когда она начинает снимать одежду, на что девушки пытаются остановить ее с не очень положительным результатом. Через некоторое время Акуа наконец засыпает, и девочки понимают, что из-за этого ему приходится проводить весь день с этой малышкой, что явно нелегко, и он думает, что им спокойнее, когда он рядом. В этот момент прибывает горничная Акуа, чтобы забрать ее. И после того, как она проснулась и поняла, что Прота отсутствовал, она спрашивает, на что отвечает малышка, что сегодня был день с ее подругами, что делает девушек счастливыми, услышав это. И перед уходом он повторяет ей одну из головоломок, которые он прочитал с Протой, и Айка отвечает на нее правильно, тем самым явно удивляя малышку. На следующий день мы видим, что Прота играет на Nintendo в игру для свиданий с персонажем, очень похожим на ее подругу Наэ, в которой она играет, которая сама подала на него голос. После флирта с девушкой из игры в комнату входит Айка, и он объясняет, что его подруга озвучивает персонажа. Она немного начинает играть, удивляясь, когда играет по громкой связи в академии. Звучит коммюнике, в котором просят, чтобы Прота тем временем присутствовал в кабинете президента. Айка по-прежнему полностью сосредоточена на игре, даже краснеет, так как она очень-очень дружит с игровым аватаром. В этот момент в комнату входит Рейка и спрашивает о Проте, и Айка решает остаться читать прямо там, пока он не вернется. Пробыв некоторое время в комнате, они понимают, что во всех мангах, что там в комнате есть девушка, изображенная на каждой из обложек. И после того, как мы еще немного поспорили об отношении Айки, она решает уйти, чтобы ее больше не беспокоил представитель. А это говорит, что ей лучше уже уйти, чтобы когда Прота вернется, они двое были одни. Это заставляет девушку дважды подумать об уходе, и она решает взять мангу, и внимание снова переключается на девушек на обложках. И она задается вопросом, почему все книги такие. Так что вы обе думаете, что Прота очень интересуется девушками такого типа. И после разговора о персонажах, которые нравятся каждой из них, Хайка решает пойти перекусить.
Им бросается в глаза напиток, поэтому через некоторое время, не зная, что делать, они решают попробовать оба и один раз делают первый глоток. Не дождавшись газа, оба выплевывают его, оба промокают насквозь, поэтому снимают униформу, оставаясь в нижнем белье. И пока они спорят о том, как сложить одежду Айки, оба, к несчастью, оказываются лежащими друг на друге на кровати, споря о груди Рейка. В этот момент входит Прота, неверно истолковывающая абсолютно все. Пару дней спустя мы видим, как Прота разговаривает с директором, и она сообщает ему, что они уже закончили строительство площадки для полевой поездки. Этот спрашивает ее, куда они отправятся на экскурсию. Куджу отвечает ему, что они построили тематический парк под названием Шеменглёнд, чтобы молодые леди могли сами познакомиться с культурой простолюдинов. Они объясняют ему, на что это пойдет, чтобы он мог научить их обычаям своего народа и как действовать в различных ситуациях, в которых может возникнуть реальный мир. После того, как он снова пригрозил ему, что с девушками будет предпринята странная попытка разрезать маленькую птичку. Этот соглашается, помня, что он любитель мужчин, и после этого начинает свое путешествие. Как только он уже прибыл в пункт назначения на автобусе Рейка, его подруги решают опередить его, чтобы отправиться в тематический парк. В то время как Айка, чтобы удивить остальных, заказывая еду, повторяет про себя, что она должна заказать поесть, и таким образом оставляет своих одноклассниц в шоке, видя их безопасность. Однако Прота видит, что она довольно неуверена и обеспокоена, но он мотивирует ее, говоря, что она явно добьется своего. Когда они прибывают в комнату, включается проектор и воспроизводится видео, приветствующее их на земле Сиамин, в то время как комната, которая представляет собой гигантский лифт, ведет в класс вплоть до смотровой площадки, с которой можно увидеть нормальный целый город. И это удивляет Прота, поскольку он ожидал чего-то другого. Однако все студентки реагируют очень взволнованно, так как они не привыкли к городской жизни, и для них это новый опыт. Проводя некоторое время после того, как девушки были удивлены чем-то таким простым, как пешеходный переход, Куджо дает им понять, что они пойдут в школу. Первая достопримечательность, которая является отсылкой к самому Макдональдсу. Они объясняют ей, что они должны заказывать еду на стойке и стоять в ожидании, пока не поступит ее заказ, и что они сами должны забрать его, как только ей позвонят. Это то, чего они еще не понимают, так как думают, что им придется долго стоять в ожидании, пока я приготовлю еду. Но Куху объясняет ему, что в ресторанах такого типа их особенность в том, что они подают то, что называется фастфуд, и что через несколько минут у них будет готов весь ваш заказ. Как только наступает время заказывать, все очень нервничают. И Айка думает, что я практиковалась в этом и должна была заказать комбинацию бургера терияки с Кока-Колой с нулевым содержанием алкоголя. Но из-за того, что она нервничает и напугана, Райка в конечном итоге выходит вперед и явно приближается к стойке. И после небольшого недоразумения, которое Куху объясняет ей, они показывают ей меню, чтобы она заказала еду. Прота сомневается, что он действительно сможет это сделать, поскольку даже для обычных людей это самое трудное время, так как им приходится выбирать из всех блюд в меню. И это время, когда они не могут найти подходящую еду, тот, который обычно остается пустым. После этого он слегка подталкивает свою подругу, чтобы она воспользовалась моментом и попросила ее, но она ни на волос не сдвинулась с места. Поэтому он подходит к стойке и помогает Рейка, напоминая ей, что просить. После этого мы видим, как Карен заказывает комбо с маленькой куклой. И как только они уже заказали все проты, она замечает, что Айка вместо того, чтобы воспользоваться моментом, чтобы пообщаться с остальными, чтобы подружиться, она села одна за очень уединенный столик. Так что когда они заканчивают, она замечает, что Айка, вместо того, чтобы воспользоваться моментом, чтобы пообщаться с остальными, чтобы подружиться, она сидит одна за очень уединенным столом, он чувствует себя посредником между ними обоими и готовится съесть свой бургер, который, откусив от него, поражается невероятному вкусу. И она злится, потому что на самом деле они обычно не такие вкусные. И увидев реакцию мальчика, ее одноклассницы удивляются, а мы видим, что Айка выглядит немного грустной. Тем временем в академии мы видим, как Куо идет к Проте, но ее горничная останавливает ее и говорит, что она на экскурсии, и это ее несколько смущает грустно. Тем временем мы видим, что класс пошел в развлекательный центр, где есть даже машинки для вязания крючком с плюшевыми игрушками. И Рейка получает одну, за что остальные девочки ей аплодируют. Прота думает о том, насколько хороша Айка в танцевальной игре, но понимает, что ее партнерши предпочитают быть с плюшевыми игрушками и пытается подбодрить ее. После этого одноклассницы-близняшки просят Проту научить их пользоваться машинами для вязания крючком. И чтобы отвлечься, Айка говорит, что собирается пойти купить сок, так что Прота пока их учит. После этого они в конечном итоге идут к остальным девушкам, чтобы именно он их научил. Как только все они получат свои плюшевые игрушки, они возвращаются в танцевальную зону. Но Айки нет, и девочки спрашивают
спрашивают его, что это за машина. Так что я рассказываю им, что это танцевальная игра, в которой они должны следить за движениями экрана, чтобы набирать очки. Поэтому пара девушек пробует это, но они находят это очень сложным. И в этот момент Трайка учит их, как это делается, чтобы заработать очки, предупреждает их о трудных моментах и дает советы, привлекая к себе внимание остальной части класса. Как только танец заканчивается, они замечают, что все смотрят на нее, и это заставляет ее смущаться из-за своей застенчивости, и в этот момент она понимает, что все смотрят на нее. В этот момент все начинают просить ее тоже научить его играть. И это очень радует Айку, поскольку она наконец-то добилась того, чего хотела – стать популярной девушкой. Совершенно отдельно от остальной группы в классе мы видим, как Карен обнимает маленькую собачку и очень счастлива из-за того, какой она была очаровательной. И настал час, когда они заказывают напитки, а Айка удивляет остальных, когда заказывает кофе с одним из самых сложных названий. И мы видим, что Райка смотрит на нее с таким видом, будто она наконец получает все, что хотела, но в то же время немного ревнует. Как только все кофе будут поданы, некоторые студентки задаются вопросом, для чего нужно это маленькое отверстие в крышке. И они приходят к выводу, что именно из него пьют. Поэтому Айка решает устроить демонстрацию. Но поскольку кофе был очень горячим, в итоге она обожгла себе язык, и немного побеспокоив своих спутниц, он успокаивает ее, говоря, что все в порядке и все в порядке. Пока мы видим Карен, которая продолжает гоняться за собачкой. И Прота заканчивает тем, что спрашивает, пользуются ли они мобильными телефонами, которые она им дала. В результате чего ее одноклассницы в конечном итоге не дают своей подруге набрать номер, чтобы отправлять друг другу сообщения. А с другой стороны мы видим, что Куба хранит свою плюшевую игрушку Прота в какой-то сумке. Позже мы видим, что класс пошел по магазинам, и Айка объясняет остальным девочкам, что порванные брюки на самом деле не порваны и являются частью моды. Так что Протааль, видя, что у его подруги появились хорошие друзья со всеми остальными, он успокаивается и пересекается с Карен, которая смотрит на комплект одежды, который ей нравится, но из-за своего характера делает вид, что ей все равно, и пытается сложить его и оставить на своем месте, но у нее получается довольно плохо, поэтому Прота, увидев это, говорит ей, что менеджер сделает это за нее. Она напугана, так как не знала, что он смотрит, и, попытавшись снять с себя часть ответственности за это, Прота говорит ей, что если ей действительно нравится ансамбль, она должна его примерить. Поэтому из-за робости она достает катану и угрожает Проте, но тот напоминает ей, что она уже сделала это. Он однажды избил ее, и это ее немного пугает, и она приказывает ему раздеться и после небольшого недоразумения просит его примерить комплект одежды, который ей нравится. Она однажды переоделась, ей стыдно, что ее увидят в этом наряде, но Прота говорит ей, что она выглядит очень красиво и приказывает, чтобы ее показали, поэтому она подчиняется. И Прота видит, что она выглядит потрясающе и очень пристально смотрит на ее бедра, так как он думает, что у него идеальный объем, размер, форма и текстура. И из-за своего фетиша он влюбляется в ноги девушки, и Карен начинает немного недооценивать себя. Ее поправляет Прота, который говорит ему, что она очень красива, и просит, пожалуйста, с этого момента наденьте это и дайте ему посмотреть, когда он это сделает. Это заставляет девушку сильно краснеть, которая бьет Прота и в смущении убегает. Уже вечером мы видим Айку, которой пришло сообщение на телефон, и мы видим, что она живет в одной комнате с Рейко. И они говорят о том, что, возможно, это досада из-за другой, которая явно им мешает, я играл в той же комнате. Несмотря на то, что он злится, и на самом деле Рейко, хотя и говорит, что ненавидит Айку, она действительно хотела бы, чтобы вы были хорошими друзьями. После этого Айка просит его прочитать сообщение, которое она хочет отправить остальной части класса, в котором она объясняет ему, почему она держалась на расстоянии до последнего теперь, чтобы она исправила его, поскольку она хочет, чтобы она его прочитала, поскольку это важное сообщение. И она ценит ее мнение, поскольку она самая популярная в классе, и после этого она соглашается и, прочитав его, говорит ей, что это слишком длинный и тяжелый текст. Итак, после внесения пары исправлений, наконец, сообщение готово, и в нем он объясняет, что из-за его образа жизни и высказываний, о которых он явно так прямо думает, у него были проблемы со своими предыдущими друзьями, и поэтому он не хотел бы, чтобы из-за его поведения он заставлял кого-либо чувствовать себя плохо снова. Так вот почему она держалась в стороне от остальных, чтобы никому не мешать и не доставлять неудобств, но что она действительно хотела бы отныне дружить со всеми. И после этого она благодарит Рейко за то, что благодаря ей она наконец-то может быть с остальной частью класса. На следующий день Куху просыпается с Протой, как и каждый день, и тот думает, что если она действительно так сильно его ненавидит, то пусть он тоже выполняет свою работу. Позже они собираются позавтракать, и девочки спрашивают Айку, не хочет ли она пообедать с ними. Так что и он, и Рико рады, что у нее все хорошо.
А некоторое время спустя Айка и Эль-Прата пересекаются в лифтах, поэтому он поздравляет ее с тем, что она подружилась с остальными. И она благодарит его за это, так как без него она бы не смогла этого добиться. Прямо сейчас я бы ничего не смог добиться. Так что он говорит, что тогда на этом клуб простолюдинов заканчивается, поскольку это было то, что они создали, чтобы сделать Айку популярной. А теперь, когда она стала популярной и ее больше нет, вам нужно продолжать с ним. Это немного огорчает девушку, и в этот момент прибывают лифты, так что каждый отправляется на свой этаж по одному. Но сейчас Айка немного подавлена. Позже мы видим Прота в одной из ванн с горячей водой, и в этот момент девушка появляется снова, так что им обоим становится стыдно, так как они без одежды, только прикрытые полотенцем. И он скучает, так как девушки пошли в туалет. Ванны с горячей водой накануне. Она объясняет ему, что сегодня они решили вернуться, и в этот момент входят его спутницы. Поэтому Прота решает спрятаться под водой, чтобы избежать недоразумений, если они его увидят. Из-за того, что они так быстро погрузились, ему не хватило воздуха, и ему нужно было очень быстро выбраться. Девушка закрыла его своим телом, чтобы ее товарищи не заметили. Тем временем Прота не мог перестать пялиться на бедра своей подруги. Его подруги, увидев, что она так краснеет, спрашивают его, не случилось ли с ней чего, и она почти ускользает, что это была вина Проты. Но ему удается заставить ее замолчать, прикрыв рот, по которому скучают его подруги, судя по тому, как выглядела рука Айки, но в конце концов они решают, что возможно это произошло из-за пара и что у них была оптическая иллюзия. После этого ее спрашивают, что не так с Эль-Прота, поскольку она уже упоминала об этом, а также рассказывают ей, что они двое всегда были очень близки, и спрашивают, какого рода у них отношения, на что она сама отвечает, что она не очень хорошо это знает, и после этого он говорит ей, что они двое всегда были очень близки. И они спрашивают ее, какие у них отношения, на что она сама отвечает, что не очень хорошо это знает, и после этого у Проты, который все еще находился под водой, снова начинает заканчиваться кислород, и он непреднамеренно заканчивает тем, что схватил за ягодицу одну из подруг Айки, и девушка, немного смутившись, просит его немного прекратить возню, которую он затевает, на что, чтобы заставить Прота остановиться, он дает ей удар локтем в лицо, из-за чего он теряет сознание под водой, после чего девушка уходит, и Айка понимает, что ее друг совершенно без сознания. Она вытаскивает его из бассейна и делает ему рот в рот. И в этот момент две ее подруги возвращаются и видят, что они неправильно понимают друг друга и думают, что они на самом деле целовались. Когда Прота просыпается, его, как всегда, сопровождает Куджу, которая сообщает ему, что в 10 в классе у них встреча. И Прота замечает, что девочки странно смотрят на него, когда идут по проходу, так как теперь все думают, что он встречается с Айкой. И когда они спрашивают эту, в чем дело, она рассказывает ему обо всем, что произошло. И в этот момент Карен, которая очень ревнует ко всему этому, бьет Прота кулаком, а затем убегает. Уже днем Хайка объясняет, что произошло, всем девушкам в клубе, которые собрались в комнате Прота, и говорят о том, что если они захотят, пусть остальные объяснят им, что все это недоразумение. В этот момент в дверь входит Прота, и Айка говорит, что предпочла бы, чтобы я немного задержался. И видя, что Рейка довольна ситуацией, она начинает спорить, как обычно, говоря, что хотя другая кажется милой, на самом деле это ужасно, и что они ненавидят друг друга. Уже утром на следующий день мы видим собрание товарищей. Перед уроком и уходом мы видим Куху, которая подбирает полотенце, упавшее на пол у одной из учениц во время тренировки, и мы понимаем, что на самом деле служанка одна из учениц. Семья с высоким статусом и что ее работа горничной несколько странна для такого привилегированного человека, как она. Избежав пары вопросов от девушки, она уходит и идет в комнату Прота, где находит его спящим и, слегка наклонившись к нему, целует его в губы, а затем через несколько секунд. Потом Прота просыпается и каждый день получает от нее один и тот же комментарий. Пару часов спустя мы видим Айку и Аль-Проту, которым он рассказывает о простолюдинах, которые могут читать будущее, и научил его мобильному приложению, которое может делать это с четкой точностью, ссылка на Sailor Moon. Сделав предсказание, девушка говорит, что все, что она сказала, сбылось. После этого Прота говорит ей, что она также может угадать его счастливый цвет, проведя с ним небольшую шутку и заставив его одеться в зеленое, даже дав ему маску и накрыв его руки ветками фасоли, говоря ей, что если она будет танцевать, то привлечет удачу так же, как это делают простые люди. В этот момент входят Куа, Карен и Рейка, которые скучают, наблюдая за танцем девушки. После этого они обсуждают приложение, и каждая просит Прота посмотреть, что говорит будущее. Они говорят что-то вроде того, что Рейка будет успешной на административной работе, что Хокуа будет ученым и художником. И Карен после того, как усложнила ей задачу и сказала, что такой нелепице невозможно знать свое будущее, Прота понимает, что она очевидно хочет попробовать. Поэтому они пробуют с ней, и в приложении говорится, что она кто-то серьезный, отстраненный, но что она очень пассивна, когда дело касается любви. И что ее харизма — это то, что выделяет ее. Эта застенчивая девушка пытается отрицать это, но остальные согласны с тем, что приложение полностью соответствует требованиям. После повторной попытки Карен читает приложение
приложение, которое является тестом на совместимость с тем, кто ей нравится. В этот момент все присутствующие девушки хотят пройти этот тест с помощью Проута, и Рейка оправдывается тем, что было бы оптимально узнать, насколько они совместимы. Но, к сожалению, приложение работает только на Проута. Он учитывает противоположные полы, поэтому я мог бы попробовать его только с помощью Прота. Они решили начать в алфавитном порядке, так что это должно быть первое, обеспечивающее совместимость на 80% и делающее его очень-очень счастливым. После этого наступает очередь Рейка, и после этого нужно попытаться преодолеть себя, сказав, что она не должна чувствовать себя плохо, если не наберет такое большое количество очков. Высокий, как и у нее, они видят результат теста, который составляет 90%, что очень радует Рейка и очень разочаровывает Айку. Теперь это Айка, которую дразнят за то, что у нее гораздо более высокий балл. После этого они из любопытства сдают тест Сакуа, из которого она набрала 50%, и решают не придавать этому значения, но малышка чувствует себя немного плохо из-за этого. Чтобы попытаться подбодрить ее, Рико предлагает принести несколько конфет, но Айка вперед говорит, что принесет их ей. После этого они спрашивают Карен, не хочет ли она пройти тест, и она пытается сохранить вид, что она не может быть единственной, кто этого не сделает. Поэтому Прота говорит ей, что она не обязана этого делать, но на самом деле замечает, что если она хочет, то они делают это, и выходит 0%. Давая понять, что если они окажутся вместе, Прота, возможно, умрет. Это злит девушку, которая угрожает Проте своей катаной, на что она говорит ему, что тест, безусловно, пройден правильно. Она комментирует, что результат был известен с самого начала и что не требовалось приложения, чтобы понять, что они несовместимы. После этого Прота понимает, что они неправильно ввели данные девушки, и после повторной попытки все выходит на 100%. Это заставляет приложение рекомендовать Карен с завтрашнего дня атаковать более агрессивно из-за отношений с Протой. Это заставляет Карен сильно краснеть, и Прота говорит ей, что ей также нельзя доверять, поскольку это приложение, и оно не всегда говорит правду. И Рейка, и Айка, будучи побежденными, говорят, что она права. Несмотря на то, что несколько секунд назад они были полностью уверены, что приложение говорит правду, после небольшого разговора в попытке перебороть друг друга, обе девушки снова спорят, и Карен показывает, что она немного более сдержана, он жестко останавливает дискуссию и говорит, что это печально, что они соревнуются, чтобы увидеть, кому больше повезет, поскольку настоящая удача приходит с Луны, как и в первом приложении. И сразу две ее подруги отвечают ей, что это неправда. Из-за этого сейчас все трое спорят, в то время как Прота видит все это Сакуа, и видит, что у него кишки звенят от голода, и просит его приготовить картофельный пирог. Так что вы оба автоматически уходите и оставляете девушек драться. На следующий день Прота просыпается со своей служанкой по соседству, говоря ей то же самое, что и каждый день, и думая, действительно ли у нее был цикл. Он спрашивает ее, почему она всегда смотрит на него, пока не проснется, но она молчит и говорит ему, что нет никаких правил, по которым она должна спать. Я заставлю ее ответить на этот вопрос, и это просто ее обязанность как горничной. После того, как Прота еще немного поговорил об этом, он заканчивает тем, что говорит ему, что мне не нужно его будить, так как в его телефоне есть функция будильника, и она дает ему несколько вариантов. Сломай ему телефон, проснись, катаясь на коньках, или пусть все будет по-прежнему. Позже мы видим, как Прота ждет в коридоре, пока он смотрит видео на своем телефоне с Пинаколой Asset, и в этом появляется Карен, которая краснеет, вспоминает, что ей сказала приложение, и нападает на Прота с криком «Я не могу тебя остановить». Его катана, чтобы удивить его своими способностями. После этого он понимает, что ему удалось разрезать куртку в районе руки, поэтому он говорит ему, что пришьет ее, и уносит в свою комнату. Понаблюдав за этим, Прота понимает, что комната девушки очень проста, и она объясняет ему, что тем, кто идет по тропе меча, не нужны лишние украшения, поскольку простота — это сила. После этого он предлагает ей сделать себе чай и идет искать свои швейные инструменты. Тем временем Прота видит, что у него есть пара украшений с изображением очаровательных кроликов, и девушка говорит ему, что чувствует его взгляд на своей спине. И это немного неловко. После этого он просит тебя на секунду отвернуться, и Прота слышит, как ты начинаешь раздеваться. И когда он снова просит тебя повернуться, он в одежде, которую пару дней назад купил вместе с ним. Так что этот смотрит на бедра Карен и, немного усложнив ей задачу, заканчивает тем, что зашивает ей рукав, что удивляет Прота, когда он видит, как она выглядит. Девушка проявляет свои способности и говорит ему, что она будет потрясающей женой, и это ужасно смущает ее подругу. После этого он замечает, что тоже порезал свою футболку и просит его снять ее, чтобы тоже починить, но Прота отказывается, так как он останется полуголым.
Она смущенно снимает его, и они видят разницу между мужским и женским телом, но она не видит ничего особенного и не понимает, как он может быть настолько сильным, чтобы победить ее. Тебя начинают недооценивать, но Прата говорит ему, что она очень старалась и что это явно тронуло его, поскольку она с таким трудом разработала что-то невероятное, и это прекрасно. Это доходит до нее очень глубоко, и девушка сильно краснеет. После этого Рейка входит к Куо и Айке и видит, что в комнате никого нет, по которым они скучают, так как они слышали, что они там были, и оказывается, что они оба спрятались в шкафу. Но Прата не понимает, почему он прячется, пока не смотрит на нижнюю часть девушки, и это заставляет его краснеть и терять равновесие. Он падает ей на грудь. И в конце концов они откидывают дверцу шкафа, в котором они прятались, и падают, заставляя людей неправильно истолковать ситуацию ее три подруги. Когда Вика берет трубку и видит, как двое мужчин занимаются боевыми искусствами, Прата воображает, что это метод ясновидения и что он читает их судьбу. Поэтому Айка дает ему ключ. Вечером мы видим Куву, которая явно смотрит на свою еду и вспоминает тестовое приложение на совместимость, которое было не очень хорошо с Проута. Так что она явно немного подавлена. В этот момент входит ваша служанка и спрашивает вас, почему вы еще не поели, и заметив, что вы нарисовали лицо Прата на тарелке. Заметив, что у него тоже есть это чучело, искренне думает, что Акуа влюбился в него. После этого он идет поговорить с остальными служанками, которые очень взволнованы тем, что малышка влюбилась, и они разрабатывают план, как заставить Прата подойти к дому. Маленькая. На следующий день в его комнате он разговаривает с девушкой кафе горничная и объясняет им, что это кафе, в котором официантки притворяются горничными. Айка говорит, что помнит, как она говорила ему, что у простолюдинов нет матов, несмотря на то, что они встречаются на некоторых ее рукавах, на что она объясняет ему, что те, которые появляются в манге и легких романах, являются художественной литературой, но что в реальной жизни простолюдинов нет горничных. Это очень смущает Айку, и Прата объясняет ей, что они не настоящие служанки, как те, что там работают. Он также рассказывает им, что служанка — это та, кого хотят простые люди. Поэтому девочки неправильно его понимают, а он продолжает рассказывать, что убийство — это то, чего простолюдины не могут иметь. Они, как идолы, особый тип людей. Вот почему он рассказывает ему, что когда он туда приехал, увидев небесную работу служанок, он был очень взволнован. Услышав это и обнаружив интерес Праты к служанке, Рейка решает забронировать кафетерий. И некоторое время спустя, когда Прата идет туда, она обнаруживает, что ее подруги одеты в черное, в униформе горничной, и они явно ведут себя как таковые. После этого Рейка называет его учителем и просит его сесть и, наконец, спрашивает, что он хочет выпить. К чему такая решительная девушка? Она немного нервничает и говорит ему, что все, что она говорит, несколько странно. И Прата говорит ей не беспокоиться, что в конце концов это всего лишь спектакль. После того, как он спросил остальных девушек, не видят ли они его странным, они ответили, что нет. Поэтому он спрашивает Прата, что им сейчас нужно делать, и он объясняет им, что это такая горничная для простолюдинов, которая должна выслушать просьбу клиента и служить ему с любовью. Они не совсем понимают, о чем он, и он ставит в несколько пост то, что они обычно делают. Девушкам это кажется очень смешным, и они решают отойти в сторону. Тем временем из-за двери за ним наблюдают настоящие служанки, которым поручена Акуа, обнаруживая интерес горничной, у которой есть Прата. Так что когда он входит, он видит, что девушка, у которой есть Прата, смотрит на него. Они составляют план. Вернувшись в кафетерий, Прата заказывает омлет, а девушка продолжает действовать, на этот раз подавая ему еду с любовью, но не так, как обычно. Они могут, потому что он чувствует, что это что-то очень постыдное. Поскольку я отвечаю за развлечения, сыграй пару раз в камень, ножницы и бумагу с Пратой. После этого Рейка спрашивает, что им следует делать сейчас, и он рассказывает им, что они тоже поют и танцуют. На что Рейка говорит, что она любит петь и готовится к этому поем Ава Мария. Это на самом деле поет очень-очень ужасно, до такой степени, что явно сотрясает здание и разбивает стекла в кафетерии. После того, как Айка говорит ему, что я пою ужасно, они начинают спорить, пока Карен разбирается с Акуа. Прибывают настоящие горничные, чтобы все исправить, и Прата говорит им, чтобы они были осторожны, так как их поведение полностью отличается от поведения горничных в кафе. Например, девушки в кафетерии не убирают, не одевают и не будут тебя по утрам, они просто подают тебе еду особым образом, поэтому девушки немного скучают, так как не понимают, почему они должны называть это горничной. Некоторое время спустя, когда Прата отдыхает на скамейке в саду, он пересекается со служанкой Акуэ и благодарит ее за то, что она исправила все неприятности, которые они натворили раньше, и говорит, что настоящие мифы очень невероятны. На что, услышав это, она предлагает ему пойти всмотреть, как они работают, так что Прата в восторге. Однажды в лаборатории Акуэ ты приходишь к малышке на работу, и однажды она впадает в творческий транс. Горничная входит в комнату, чтобы записать ее записи и все привести в порядок. Женщины, заметив, что Прата там, быстро оденут малышку.
Однажды уже вместе поздравляет их с тем, как потрясающе она выглядела на работе, и после этого горничная ведет их в комнату, представляющую собой гигантский ящик для мусора, который служит для того, чтобы Акуба очисти свой разум. Так что начни играть с девочкой, и через некоторое время он заметит, что горничные не перестают пялиться на него, и они оправдываются, что у них выходной. После еще некоторого времени, проведенного вместе и постоянного восхищения женщин, они заканчивают строительство маленького домика из песка. Когда наступает обеденный перерыв, они собираются пойти в кафе для персонала. Прата замечает, что несмотря на то, что прошло уже некоторое время, он все еще окружен матами, которые не перестают на него смотреть. И они оправдываются, что тоже собираются поесть. Они пытались бы устроить свидание Аку и Чико. Поэтому, придумав пару оправданий, например, что они должны делиться тарелкой, ложкой и даже стаканом из-за того, что они случайно все разбили или испачкали, Прата дает и выполняет все, как они задумали, до такой степени, что горничная говорит ему, что выпивая таким образом, они даже кажутся парой. На что Прата понимает, что на самом деле малышка очень милая, и он этого не заметил, так как она была в таком состоянии. Я привык всегда смотреть на нее поверх ее головы. И как раз в этот момент входит Куджу, так что все остальные, испуганные Мате, встают перед ней. Она говорит им, что они потребовали срочной проверки от компании, и поскольку в лаборатории никто не мог ответить, запрос дошел до нее. Поэтому остальные служанки снова выбегают на работу, и Прата предлагает Куо уйти оттуда, протягивая ему руку, но Куо не отвечает. Эта смущенная быстро уходит. Уже днем она извиняется за то, что пробыла там так долго, до такой степени, что разозлила Куху. Горничная говорит ему, чтобы он не беспокоился, и спрашивает, понимает ли она теперь лучше, как работает ее работа. Но поскольку все это было постоянной попыткой свидания с малышкой, он говорит, что, честно говоря, не совсем уверен в том, как устроена работа горничной, но что благодаря этому времени он смог познакомиться с другими аспектами Акуа. Это очень радует служанку, поэтому в тот вечер вместе с остальными они произносят тост в честь тех, кто считает, что свидание прошло успешно, и рассказывают нам, что Куху был тем, кто выбрал Прата в качестве кандидата, и что был еще один парень, но она говорила об этом. Они говорят, что благодарны ей за то, что она привела подходящего мальчика. На следующий день мы видим, как Прата зовет Ику, чтобы она пошла в свою комнату одна. И это немного смущает девушку, поскольку она думает, что это может быть что-то с романтическим интересом. После этого он приглашает ее сесть на кровать и дарит ей подарок, а открыв его, обнаруживает, что это желтый костюм, в котором он рассказывает ей о том, что он очень популярен среди простых людей и станет секретным оружием, которое сделает ее самой популярной девочкой в школе. После этого она рассказывает ему о том, что какое-то время кружит ему голову. И больше всего на вопрос, что он хотел знать, что означает «гетц», на что Прата отвечает, что это приветствие друзей среди всех простолюдинов. Ты, должно быть, начинаешь подозревать, так как Прата много шутил с ней и несколько раз обманывал ее, и она больше не совсем уверена, говорит ли она правду. Но чтобы доказать ему, что это реально, Прата показывает ему видео очень популярного человека, который одет в тот же костюм, который он только что подарил, и он также делает жест «гетц». Он рассказывает ему, что этот человек Дэнди Сакана, изобретатель этого очень известного жеста, который распространил его и сделал популярным по всей стране. И чтобы доказать ему, что это правда, он учит его всем поисковым запросам, которых в интернете сотни тысяч, а также множество людей. Поклонник этого, этот человек делает гет. Так что в конце концов убеди ее и немного попрактикуйся, чтобы даже жест стал более известным. Например, повернись, прежде чем сделать это, и в конце займи забавную позу. Как только Айка была на 100% уверена, пришло время показать ему, что все с самого начала было просто шуткой, и нанести ему удар. Однако, прежде чем это могло произойти, она убегает, чтобы распространить этот жест по Академии. Когда Прата бежит за ней, открывая дверь, она спотыкается о Куху, оказываясь у нее под юбкой и, как обычно, зацикливаясь на ее бедрах. После небольшого разговора, во время которого горничная, увидев Айку, подумала, что Прата занимается извращенными вещами с косплеями. И на Востоке, объясняя ей, что это не так, мы видим, как Айка пересекается в коридоре с Рейко, которая смотрит на нее с недоумением из-за костюма, который на ней надет. После объяснения, что эту одежду носит гангстер Дэнди Сакана, человек, очень известный среди простых людей и изобретатель гетов, Рейко, она завидует тому, что Прата сделал Айке подарок, на что та явно рекомендует ей тоже его надеть.
Они обе продолжают разговаривать, так как Рейка думала, что Гет — это изобретение Айки, и она объясняет ему, что нет, поскольку это то, что используют 780 тысяч человек по всему миру, и это очень удивляет молодую женщину. Так что, услышав это, она тоже хочет это сделать и начинает практиковать этот жест. Как только у них все получится, они думают, что было бы неплохо показать это остальным девушкам. Тем временем Прата разыскивает Айку по академии, и когда он приходит в класс, уже слишком поздно, потому что девочки одеты в желтые костюмы, выполняющие задания. Позже снова в комнате Прата Рейка из коридора подслушивает через дверь разговор мальчика с другом по телефону, в котором он говорит ему, что ему надоели академические круги, так как там нет мужчин, и ему довольно трудно общаться с кем-либо еще. Девочки. Так что этот чувствует себя довольно плохо и собирается встретиться с остальной частью группы, чтобы рассказать им о ситуации. Поэтому, чтобы помешать Эль Проте покинуть академию, они начинают придумывать план, как попытаться предотвратить это. Эйке приходит в голову, что тогда они должны стать мальчиками, что она не совсем понимает. Ее сверстницы, но приходят к выводу, что они должны выглядеть более мужественными, чтобы заманить Прота и тем самым помешать ему уйти. Поэтому в качестве первого шага они исходят из того, что должны вести себя так же, как и он, поскольку он единственная мужская фигура, с которой они знакомы. Поэтому они копируют то, что он всегда смотрит на свои бедра и пускает слюни так же, как и Прота. Они также помнят, что он всегда говорит, что любит мышцы, поэтому они просят горничную принести костюм для мышц, чтобы посмотреть, как его наденет одна из них. Но поскольку есть только один, они должны решить между собой, кто будет выбран. И после некоторого обсуждения они решают разыграть это соревнование по игре в камень, ножницы, бумагу, которая в конечном итоге выигрывает Айка. И после того, как все наденут его, они сходятся во мнении, что тот, который ей подходит, довольно плох. Поэтому они должны немного подправить его, чтобы он был в том же стиле, пусть он протаранит, и они решат надеть на него вещи, которые сделают его более мужественным, например, самурайский хвостик, символизирующий вирусность, и галстук-бабочку, поскольку самая мужская одежда — это костюм, и в итоге они нацепят на него даже усы. Он также считает, что у них должен быть более мужской запах. Поэтому, немного подумав о том, как они пахнут, мужчины думают о мясе. Поэтому Акуа предлагает использовать приправу якинику, что-то вроде соуса для барбекю. Как только они были приготовлены, все вместе идут в комнату Прота, на что тот, увидев их, думает, что они выглядят нелепо, и спрашивает, почему они пахнут приправой для мяса. И думает, что они ведут себя очень странно. Они говорят им, что это потому, что они услышали, что он сказал, что уйдет из академии, так как он скучал по мужчинам. И поэтому они решили сделать все это для него, чтобы он явно остался, на что, увидев это, он говорит ему, что ему не о чем беспокоиться и что он останется в академии. Учусь в школе. Через несколько дней мы видим, как Прота днем идет к школьному входу, здороваясь с несколькими ученицами. Придя в класс, встречает Рейка, которая чистила мелки в классе, чтобы учителя чувствовали себя комфортно, обучая их. Она спрашивает его, почему он пошел в класс в такой поздний час, и он говорит ей, что это потому, что он забыл футляр, вещь, которую он забыл в классе. Это удивляет девушку, поскольку обычно она не бывает такой невежливой. После этого вы смотрите в окно на закат с падающим светом. Эль Прота видит, что его подруга действительно хорошенькая, и они говорят о том, что небо в городе действительно другое. После этого она предлагает ему замаскированное свидание под предлогом того, что помогает ему немного улучшить свои навыки в классе цветочных композиций, и она просит его отныне звонить ей по телефону, по имени, а не по фамилии. На следующий день члены клуба собираются, чтобы выбрать, чем заняться, и Рейка напоминает Проте, чтобы он не забывал, о чем они говорили. Это возбуждает любопытство Айки, но Рейка говорит ему, что это секрет, что заставляет ее еще больше хотеть знать, что они замышляют. К этому присоединяется и Карен, которая делает вид, что ей все равно, но на самом деле она тоже хочет знать. Хотя ее подруга говорит ей, что они ничего не могут рассказать. В этот момент в комнату входят служанки, ищущие ее, и просят ее пройти в кабинет директора, поскольку ее мать и брат прибыли в академию. И Куджо автоматически сообщает Проте, что они тоже ищут его, что скучает по группе. После этого мы видим родственников девушки, которую зовут Масаоми, ее брата Йока и ее мать. И мы видим, что брат зол из-за того, что не может позволить парню поступить в женскую академию ради безопасности его сестры, на что директор отвечает отказом. Он объясняет, что он был тщательно отобран, чтобы не было никаких проблем. После этого мы видим, как Масаоми начинает разговаривать со своей сестрой и дает нам понять, что он из тех парней, которые одержимы своей сестрой. После этого он ведет себя агрессивно по отношению к Проте, так как не хочет, чтобы он приближался к своей дорогой младшей сестре. Такое поведение очень злит Рейка, которая заставляет его извиниться перед Протой, иначе она перестанет с ним разговаривать. Тогда Куджо объясняет ему, что Прота ничего не может сделать ни с одной из девушек, потому что испытывает сексуальное возбуждение от мужских мышц. Но это не слишком успокаивает Масаоми,
потому что, услышав это, он думает, что Прата настоящий извращенец. И после небольшого спора, наконец, мать Рейка серьезно относится к этому вопросу, заставляя своего сына сесть и начинает рассказывать о дискуссиях по поводу их брака, договариваясь, наконец, что у нее есть сын. Завершено. Так что тебе придется покинуть академию, чтобы присоединиться к своему мужу через пару дней, так как ты выйдешь замуж за сына важной семьи. Это глубоко огорчает Рей, с которой ты смотришь на Эль Прата, который также шокирован и довольно дезориентирован тем, что только что произошло. После этого Эль Прата уходит из комнаты, а некоторое время спустя она рассказывает об этом своим подругам, и Айка объясняет ей, что Академия была создана, чтобы обучать дочерей важных семей, чтобы она могла навещать сыновей других известных семей при поиске жены. На что Прата спрашивает, действительно ли они так счастливы в чем-то подобном. Но, услышав этот вопрос, девушки опускают головы, поэтому он предлагает разорвать брачный договор Рейка, потому что это то, что не делает ее счастливой. Вскоре после этого во дворе Академии Эль Прата и ее подруги снова пересекаются с Масаоми, который просит ее быстро достать свой телефон, так как он собирается дать ей свой адрес электронной почты, потому что, похоже, он хочет поговорить с ней о чем-то важном. Но в этот момент его мать просит его быстро достать свой телефон. Она появляется из-за того, что он должен подчиниться и уйти вместе с ней, даже не успев отдать им почту. А некоторое время спустя члены клуба думают о том, чем они могли бы заняться, и понимают, что ничего не могут придумать, так как раньше это всегда решала Рейка. Проходят часы, и группа понимает, что все намного пустее без ее подруги. И несмотря на то, что она пытается это отрицать, даже Айка волнуется и говорит, что позвонит ей, так как она не может так просто уйти из клуба. Но она понимает, что телефон отключен. У Рейка все получается только в школе. После этого Акуа отключает ограничитель мобильных телефонов, превращая их в обычные телефоны, так что той ночью Айка звонит Рейка, и они немного рассказывают о том, что с ней сделали. Это несправедливо, поскольку они не принимают во внимание его чувства, но Рейка говорит ему, что это его обязанность, и что он должен поступать так, как говорит его мать. После этого она говорит ему, что несмотря на то, что они много раз ссорились, это то, что она сейчас чувствует очень далеким и скучает, и что, возможно, я буду время от времени заходить в академию, чтобы поздороваться. После этого Айка злится и говорит, что если она уйдет, то останется одна, так как у нее не будет партнера на уроках физкультуры или на последующих экскурсиях, и говорит ему, что она против договоренности. Так что, наконец, услышав это, Рейка признается ему, что на самом деле не хочет покидать академию и что она хочет быть со всеми своими друзьями, но не знает, что делать. А Айка говорит ему, что им удастся решить всю эту проблему. На следующий день Айка говорит Проте, что разговаривала со своей подругой, и именно она сама сказала ему о том, что она не хочет покидать академию, и что она не хочет бросать никого из людей, которых она любила. Вот так, что они должны что-то сделать, чтобы предотвратить все это. После этого Карен и Акуа входят в комнату, говоря, что после того, как они зашли так далеко, у них нет другого выбора, кроме как пойти и спросить об этом напрямую. И они понимают, что Масаоми, похоже, тоже не согласен с этим, и что именно поэтому я хотел поговорить с ними, чтобы придумать способ предотвратить свадьбу. Так что Акуа получает электронное письмо с сообщением и, подтвердив это, начинает придумывать план, крадясь ночью по кошкам, чтобы покинуть академию, будучи обнаруженным Куху, которая, узнав о их намерениях, даже не сказав ему, закрыла глаза, спрашивая, было ли это мероприятие клуба простолюдинов, так что они подтверждают, и она отпускает их, поскольку они не имеют к этому никакого отношения. Выйдя из школы, они садятся в элегантный черный автомобиль, которым управляют двое мускулистых мужчин, в котором их ждет еще одна Аоми. И после щелчка пальцев они собираются отправиться спасать свою подругу. По дороге в особняк Рейко Прата спрашивает Саоми, почему он ей помогает. Он говорит ей, что не может отказаться от помолвки своей сестры, будучи членом семьи Рисугава. Но если он сможет помочь им в этом, они явно собираются это сделать, помогите в этой судьбе, поскольку судьба Рейко в ваших руках. После этого они паркуются на холме в нескольких ярдах от особняка, откуда вы видите огромное количество охраны и охранников на щитах. Майаоми говорит, что, возможно, кто-то рассказал ее матери о своих намерениях, и поэтому они усилили ее. Айка смотрит в бинокль и говорит, что, похоже, у охранников деревянные мечи. Услышав это, Карен решает сразиться с кем угодно, так как она хочет знать, насколько они сильны, поэтому она наносит им мощный удар, который поднимает пыль в воздух. После этого он использует новую технику, с помощью которой ему удается проделать гигантскую дыру в стене,
через которую Прота и его друзья могут войти. Но в этот момент они окружают его, и Карен говорит им, что она сразится со всеми и просит их, пожалуйста, двигаться дальше. Так что используй свою вихревую технику, оставляя всех охранников голыми. Прота и компания идут дальше, пока человек по имени Такемия не останавливает их, и после небольшого разговора он и Масаоми начинают драться в рукопашную. Поэтому Прота вместе с Акой и Айкой пользуются возможностью, чтобы войти в особняк. Но в одном из коридоров им противостоит мужчина по имени Такемия. Дроны. Айка — это тот, кто сейчас противостоит им, бросая вазу на землю и используя ее осколки в качестве метательных снарядов. Сбив их с ног, они продолжают бежать, но после этого защитные ворота начинают закрываться, отрезая им путь. Но Аква решает пойти в диспетчерскую, и несмотря на то, что она чуть не падает по дороге, Проте удается схватить ее и продолжить движение. Кажется, что последняя дверь закроется до того, как они прибудут, и за секунду до этого появляются мускулистые мужчины, которые сопровождали их в машине, придерживая дверь и позволяя малышке пройти. Получив несколько кодов, им удается снова открыть двери. Наконец они попадают в комнату, в которой им преграждает путь гигантский робот, и прежде чем он наступает на них своими огромными размерами, снова появляется Карен. Но на этот раз она одета в костюм самурая с золотыми ушами. Котенок после такой мощной атаки, из-за которой с него даже вся одежда исчезла, побеждает робота. Тем временем Такемия и Масаоми продолжают драться. В конце концов Акуба взламывает предыдущие дроны и делает летающие туфли для Проты, который благодаря своей сверхскорости добирается до комнаты, где они собирались договориться о свадьбе. Это шокирует всех в комнате, и мать девушки любезно просит его уйти, так как она занимается здесь чем-то очень важным, но Прота отвечает ей, говоря, что она не согласна на свадьбу. Мать Рейка говорит ему, что этого хочет ее дочь, но он снова отвечает ей, говоря, что делает это только потому, что следует правилам семьи. Но женщина говорит ему, что такой простолюдин, как он, никогда не поймет такого рода договоров и их важности. И, наконец, говорит ему, что несмотря на то, что они живут в совершенно разных мирах и часто друг друга не понимают, это не помешало им подружиться, сказав, что он очень важный человек для всех, кто входит в клубную группу простолюдинов. В этот момент Вика говорит о том, что она действительно должна делать то, чего жаждет ее сердце, точно так же, как я учу ее этому, и что ее нельзя заставлять делать то, чего она не хочет, поскольку она ее драгоценный друг. После этого все это крутится в голове у матери его подруги, но та не сдается и говорит им, что им пора сваливать. И Рейка наконец реагирует, говоря, что она уйдет из дома, и ее мать объясняет ей, что бы это значило, поскольку в тот момент, когда она покинет семью, она потеряет право посещать академию, так как станет обычной девушкой, которая не имеет права посещать школу и в конечном итоге будет бродить по улицам. Но Прота говорит ему, что это не проблема, так как он сможет жить с ним, поскольку в домах простых людей нет таких жестких ограничений, и говорит ему, что жизнь будет отличаться от того, чем он жил до сих пор, но что это будет лучше, так как у него будет больше свободы. После этого Рейка благодарит свою мать за все, что она для нее сделала, но сейчас она останется рядом с Протой. И в этот момент ее отец одобряет решение молодой женщины. Как только это прояснится, мы можем увидеть, как родители того, кем должен был стать будущий муж, говорят, что их сын, услышав сильные наклонности Рейка, был удивлен и шокирован и решил вернуться в семью. Школа, поэтому они забудут обо всем, что произошло, и будут вести себя так, как будто ничего не произошло. После этого он однажды уходит, когда его мать смеется и говорит своей дочери, что теперь она сможет выйти замуж за того, за кого захочет, и это очень радует ее дочь. После этого женщина говорит Проту, чтобы он позаботился о своей дочери навсегда, но он до конца не понимает, что она имеет в виду. На что она спрашивает его, собираются ли они после этого разговора пожениться, и Прота, понимая, что это действительно так, говорит. Мальчик после этого женщина говорит Проту, чтобы он позаботился о ее дочери навсегда, но он не совсем понимает, что она имеет в виду, на что она спрашивает его, собираются ли они после этого, было похоже на заявление. После небольшого разговора его ревнивые подруги пытаются вмешаться, так как все они по-прежнему хотят завязать роман с Эль Протой. А Масаоми пытается избить его, чтобы он не приближался к своей младшей сестре, пока она начинает читать книгу по организации свадеб. Еще в академии Эль Прота просит Рейка простить его за то, что он неправильно понял ее слова, на что она говорит ему, что это не имеет значения, и повторяет, чтобы он начал называть ее по имени, а не по фамилии. После этого входят остальные ее подруги, которые начинают обсуждать, с кем из них она собирается остаться. И пока Сайка и Рейка ссорятся, Карен наблюдает за Куа, которая снимает с себя одежду и начинает рисовать на стене. Наконец, в тот день мы видим Прота в кабинете директора вместе с Куху, оба из которых обсуждают шутку, которую он разыграл, что теперь вся академия в шоке. Одержимы модой гости, и мы видим, как девушки прощаются с нами знаменитым жестом. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будут мышцы,
И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если вы хотите поприветствовать меня в одном из видео или порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итоги в следующем видео, подпишитесь на меня в Instagram, и вы будете по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто будет следовать за мной там. И не говоря больше ни слова, Пинья Кола Асад прощается.